слово «филировка». Это слово всегда, как правило, в большинстве, особенно новички, путают с градуировкой. Чем у нас с вами отличается филировка от градуировки? Когда делаем тушевку, переход из тушевки в длинные волосы, нам надо свести и размыть вот эти линии. Мы с вами должны использовать маленькие зубчики мел на 2-3 миллиметра. Я размываю вот переход, резкий переход от тушевки в длину. Но так как у моей девочки растут они все назад, поэтому я подхожу и филирую, естественно, против роста. У нас поинтинг. Метод point cut и метод поинтинг – это методы среза. Мы с вами всегда перечесываем и начинаем опять же с той линии. Дальше, видите, волос опять сдвинулся. Да, вот смотрите, двигается волос. Это простой прямой срез. И получается, вот эти тяжелые срезы у нас ложатся в разные стороны. И получается, что челка как будто подстрижена клоками, просто-напросто. Видите, у меня легкий наклон, почти параллельно пряди. Видите, у меня есть треугольнички, но они не явно выраженные. Также создавая текстуру, если внизу вы хотите, там, либо, допустим, у лица, я беру, и вот этот кончики ножниц у меня скользят по пряди. Видите, раз, раз. И вот таким вот образом я вычесываю. То есть вот этот вот выщип дает вот это вот движение. То есть вот такой вот рваный получается треугольничек. Мы параллельно заводим ножницы и делаем, видите, то есть я не углубляю ножницы сюда, а я как бы немножко под углом к пряди нахожусь. Видите, я делаю проколы. Если я это делаю с внутренней стороны, этот укол, метод укола, то, соответственно, опять же вспоминаем короткие волосы. У меня что делают? Выталкивают более длинные волосы. Также я все простригла, убрала. И у меня, как видите, появились, вот они, видите, более короткие волосики. Видите? Короткие волосы плавно переходят в длинные. Вот обратите внимание, пожалуйста. Хоть это и волос все-таки не наш, не человеческий, но все равно более-менее видно, что чуть-чуть объем приподнялся у нее конкретно на макушечке. Этот метод, как же мы с вами еще используем? Это, значит, наш любимый метод для наших челок-шторок. Вот у нас челка с вами. Чтобы у меня наложилась, именно уходила назад, у меня метод укола идет с внутренней. То есть от меня с внешней стороны. Внутренний – это где мои пальцы. Вот мы тоже перенаправляем волосы тоже с помощью метода укола. И перенаправляю его немножко в другую сторону. Потому что раз он ложится, и тогда, когда будете сушить, у вас волосы сами будут заворачиваться наверх, если то требуется. Против роста волос. Вот смотрите, у меня волос вот здесь лежит конкретно сюда. Скользящего среза, то есть нет треугольничков, у меня ровная текстура. И у меня объем внутри. Мы, опять же, его применяем, как и в предыдущем методе. Мы можем использовать для коротких макушек, если у нас вы с вами создали определенную форму. Видите, вот разваливается, ну, как у большинства людей, правильно? Мы с вами берем прядь и уже делаем изнутри. Вот сюда подтягиваем. Так как мы хотим оставить длину, поэтому, соответственно, мы подтягиваем всю длину к короткому заданному месту, да, которое у нас есть. И перенаправила по диагонали. Видите, не наверх, не вперед, никуда. Направила. Я же хочу, чтобы она смотрела назад. Правильно? Чтобы она ложилась, рассыпалась. Чуть-чуть назад и чуть-чуть наверх, да? Если я хочу просто наверх, вы смотрите по росту волос. Вот конкретно у нее, видите, чуть-чуть падают назад, да? То есть вот как бы на бок. Значит, самый основной наша цель – это создание текстуры по краям. То есть создание вот этой бахромы, да? Вот так же скользите, вот так же смотрите. Делаем без руки. И аккуратненько мы с вами вот так вот аккуратненько выстригаем под корень. То есть мы перечесываем и делаем движение. Видите, вот так. Вот здесь вот, кстати, на длинных волосах получается лучше. То есть делаем метод скобления такой, да, но мы делаем на мокро. То есть мы причесываем и потом причесываем также станком. То есть причесываем расческой, причесываем станком, да, от себя. У нас всего 4 формы, как вы помните, 4 всего лишь. И мы можем их с вами применять в любой стрижке. Вот это самое главное, чтобы вы творили, и у каждого стрижка, клиентки у вашей, у каждой была своя индивидуальная стрижка.